Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Вот давайте с вами узнаем. Вторая половина года принесет в нашу жизнь энергии как и новых желаний, так и новых горизонтов. Особенно для вас этот период может стать временем как и глубокого переосмысления, так и, знаете, вот на нашем бытовом уровне решение самых простых вопросов, которые подзастряли. Хотя я должна сказать, что осень у нас будет, внимание, 6 транзитов ретро, представляете? И все бы ничего, но дело в том, что на фоне таких главных судьбоносных игроков, если так можно выразиться, именно планет, которые мы называем как кармические какие-то ситуации, это у нас Плутон, Сатурн, Нептун и Уран, добавляются две планеты, которые будут иметь общий осенний период совпадений ретро-движения. Это у нас две планеты, которые как раз за где-то благополучие, информацию, контакты, коммуникацию. То есть у нас будет с вами ретро-Венера и ретро-Меркурий. С одной стороны, что это говорит? О чем нам? Да? Какие-то вопросы мы как раз по части бытовых проблем или нерешенных тем, которые вот, касаются нашего благополучия. Это может быть личная жизнь, как раз поэтому мы и делаем наш расклад. Это могут быть вопросы, когда друг друга недопоняли, да. Может быть, и хотели договориться, решить какой-то материальный вопрос, но не услышали друг друга. Вот как раз по этой части у нас Меркурий, мои дорогие. Но все вместе, если мы сложим, для нас ситуация, которая напоминать может либо классическую путаницу, идеальный шторм. Вот давайте мы с вами узнаем, что же за важные перемены ожидают вас в личной жизни до конца года. И вначале у нас карты пасьянса, которые расскажут и покажут, что же для вас может стать как прелюдия перемен, мои дорогие львы и львицы. Итак, смотрю я, смотрите и вы тоже, да? Я благодарю за ваши комментарии, что вы активно участвуете в жизни канала. Вот смотрите, сердце. Кто-то добивается сердца. Может быть, и вы чьего-либо сердца добиваетесь. Но сердце – это любовь. Идем дальше. Любовь, верность, лебедь. Искренние чувства. Значит, действительно, не случайно мы делаем с вами расклад на личную жизнь. Есть какие-то нерешенные вопросы. Понятно, у каждого свои, будем реалистами. Но, видимо, очень много вашей власти как раз и прояснить. Корона – символ власти. С другой стороны, это может означать, что вам, может быть, придется по части даже личной жизни. У кого-то это могут быть вопросы дома, к примеру. Или пустяные согласования. Ну, личная жизнь не всегда это про любовь, это наша личность. Поэтому это ваше устремление, это ваши амбиции. И вполне вероятно, вам придется обращаться в какие-то инстанции, офисы, учреждения, к высокопоставленным лицам. Или вы хотите уладить какой-то вопрос, может быть, юридический, да, ну где-то тоже в этот символ входит. Тогда это могут быть консультации юристов, адвокатов. Есть желание именно для себя что-то сделать не только правильно и хорошо, а, возможно, заключить какой-то договор, и у кого-то встанут на кону такие вопросы, тут у каждого опять же свои, когда нужно оформить документы, то, что мы называем, если про личную жизнь, запись актов гражданского состояния, да, и сменить статус, мы говорим. Статус у нас меняется по разным причинам, бракосочетание, ну, у кого-то и бракоразводный процесс, у кого-то венчание, но иногда это тоже происходит, как статус наш меняется, когда мы приобретаем недвижимость, меняем недвижимость, ну тоже где-то статус. Я не исключаю, если это амбиции, статус через работу. Видимо, вот любовь и работа, вот хотелось бы сказать, или любовь и какие-то документы оформления. Идет, две сферы идут нашей жизни параллельно, будет важно и одно, и второе, потому что вот именно к этой короне у нас еще и добавляется открытая книга. А это как казенный дом. Это все то, что где-то я начинала говорить по короне. Для кого-то из вас это может быть период, когда вы решите обучаться чему-то. Мы в нашем пасьянсе можем складывать те значения, которые попадают на крайние ряды.
и у нас с вами деньги, мои дорогие. Поэтому для кого-то из вас вопросы денег, может быть, деньги откуда к вам приходят, у кого-то вопросы пассивного дохода или дополнительного дохода. Но когда выпадают именно это значение, денег как будто больше. Деньги есть, деньги будут, нам об этом говорят. Но, может быть, это и потребует от вас каких-то или усилий, или важных решений. Есть, по крайней мере, ваша заинтересованность, причем такая конкретная. А это может означать, что вы как на новый шаг можете решиться для того, чтобы заработки были больше, или для кого-то это будет связано со сменой работы или со сменой карьеры. Может быть, и должности. Опять же, мы все разные. А для тех, кто имеет стабильный, допустим, доход, да, ну, кто-то студент, я знаю, меня смотрят разные совершенно возрасты, или вы, наоборот, пенсионер, да, видимо, тема денег тоже будет не последняя, и вы можете даже задуматься о том, чтобы вот именно дополнительный доход был. Деньги, благополучие, любовь, и, тем не менее, согласование, бумаги, ваш статус, вот важно, мои дорогие львы, для вас будет важно все. Вот такая вторая половина 2026 года. Ладно, смотрим еще, что нам подскажут карты. И я на совпадение больше примеряю. Я вам могу сказать следующее. Вот если бы у нас совпало сердце и нож, иногда это разбитое сердце. Я, конечно, не исключаю, что у кого-то и правда есть грустная история, когда, ну, не всем вы довольны, будем говорить, но тем не менее нож не совпал. Поэтому такие более добрые энергии, даже если была какая-то запутанная история или сложный сюжет, мои дорогие, мы будем наводить в порядок именно во вторую половину года. Это всегда происходит во время ретро-движения. Тут у нас такая грандиозная ретроградность. Стало быть, даже если есть какие-то минусы, и есть. Вот смотрите, карта переворачивается в тему. Карта друга, карта собака. Более того, это соответствует десятке червей. И это семья, любовь, благополучие. Более добрая энергия входит в вашу жизнь, мои дорогие. И даже если были какие-то конфликты или были нерешенные вопросы, по крайней мере, словно пространство Вселенной вам помогает именно в том, что вам будет проще договориться. Или проще найти взаимопонимание. Именно когда добрая, как, знаете, невидимая аура присутствует вокруг нас, то многие, согласитесь, вопросы решаются проще. Вот у вас энергетически вторая половина года, она именно такая. Если даже не основываться на нашем раскладе астрологически, ведь это на самом деле так, с августа, у нас в августе с 12 числа произошел коридор затмений, и завершился он в конце 28 числа. Это всегда как новая дверь какая-то открывается. Но для новой двери, прежде чем мы пойдем, мы должны какой-то сюжет сами закрыть. И Юпитер в вашем знаке у нас до середины 2027 года, поэтому этот год, да, именно с середины 26 до середины 27, он закладывает ваши последующие какие-то важные вехи жизненные аж на 12 лет. Но из этого периода самыми важными у нас будет именно полгода, то есть до конца 2026. Ладно, давайте пойдем дальше, зададим конкретные вопросы. Что или кто появится неожиданно? Человек, ситуация, ну, может быть, и какая-то проблема, нерешенный вопрос. А тут могут экс возвращаться, да, то, что мы называем бывшее. Или, может быть, нам, как, знаете, судьба возвращает какую-то тему, проблему, может быть, нерешенную, для того, чтобы мы все расставили по местам, навели порядок. И, соответственно, следующая карта – что прояснится? Что спешит в вашу жизнь? Что уже на пороге вашей судьбы стоит? И все же, давайте по трем таким основным направлениям, если уж мы говорим о личной жизни. Первое – пусть нам карты подскажут, каковы энергии для тех, кто в паре, ну, у кого все хорошо, относительно, все стабильно. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство. И для тех, кто в сложных отношениях, у нас будет третья позиция. Так что же там в вашей жизни появится внезапно? Вот все то, что мы говорили долго по арканам пасьянса, вот уже сразу карта не совсем про внезапности, хотя карта дома сама по себе, карта стабильная.
соответствует королю червей, и поэтому для кого-то из вас добрые, опять же, энергии именно по части личной жизни для себя, может быть, и что-то прояснить, хотя я не исключаю, появится неожиданно, может быть, и человек все-таки король червей. Здесь может быть как участие какого-то человека или важная встреча. Хотя для кого-то ведь это карта стабильности, якоря, четверка. Здесь вообще вот по этой карте проходит благополучие. Поэтому что появится неожиданно? Вот как раз те добрые энергии, которые нам помогают решить очень многие вопросы. Как и где-то ваш статус, ваш якорь, мы говорим, да? То, что завтра не прекратится, а то, что имеет продолжение на долгий период. Или пусть даже у кого-то так всерьез, как неожиданный проект, а не переехать ли мне? Или почему я нахожусь, допустим, в этом месте, да? Так сложатся внешние события, а на нас оказывают влияние, как и люди нашего окружения, так и именно то, что происходит вокруг нас. Могут быть такие внезапные, как озарения. А дай-ка я подумаю, а может быть и правда стоит переехать, поменять место жительства? Я этого не исключаю. Это может быть точно, мои дорогие. Посмотрите. У кого-то вопросы, может быть, могут быть связаны именно колесница, в первую очередь перемещение, сами по себе перемены. У кого-то перемены в доме могут быть связаны, ведь тут не только 4 стены, а и домочадцы тоже. Может быть перемены, которые связаны с вашими близкими. У кого-то банально будет проигрываться именно какое-то путешествие или путь. Или желание сменить, вот как я говорила, это место жительства, потому что самые разные перемены. И если мы говорили ретро-период, совпадает ретро-Венеры и ретро-Меркурия, поэтому может быть такая подсказка для кого-то из вас. В ретро-движении Венера уйдет с 3 октября и останется до 14 ноября. А ретро-Меркурий с 24 октября, то есть чуть позже, и по 13 ноября. Но факт, что где-то конец октября, 3 недели, да, и 2 недели ноября у нас будет тот период, который вот как раз и может нам прояснить, может даже если что-то лихо закрутится в какой-то странный сюжет, будьте к этому готовы. Значит, какая-то ситуация достигает своей кульминации, это как высшие силы пытаются, даже если перед нами создать какой-то клубок противоречий, значит, в ваших силах это решить и в чем-то поставить точку. Значит, могут быть такие побудительные мотивы, когда вы можете что-то захотеть, что-то или переделать, или переехать, видоизменить. У кого-то банально будет совпадать с тем периодом, ну, к примеру, смена автомобиля, потому что по этому аркану тоже это проходит. А для кого-то это будет процесс обучения, а не получить ли мне права для тех, кто их не имеет. Ну вот абсолютно такие разные направления могут быть, причем и внезапно, когда мы об этом не думали, а сегодня это уже актуально. Что или кто появится неожиданно? Фу, ты как интересно. Здесь может появиться конкретный человек, или иногда по этой карте это наши близкие, семья, или это наши родственники. Король кубков у кого-то конкретный человек соответствует, да? Король червей. Тот человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент, вопросы личной жизни и конкретно глобальных перемен. Причем я не исключаю, по аркану колесницы вы можете услышать какую-то новость в средствах массовой информации, и стало быть, это тоже будет побудительным мотивом для того, чтобы видоизменить свою жизнь. Ну вот перемены дома и перемены, которые связаны с домом, либо конкретно как адрес, да, где вы находитесь, или то, что будет связано с перемещением. У кого-то работа может быть связана с командировками, или когда маршрут на работу может изменяться, и это тоже произойдет внезапно. Перекладывайте на себя. Я стараюсь разные позиции раскрыть, потому что мы все разные. На 100% понятно не совпадет, принимайте от нашего расклада лишь то, что отзывается в вашей душе. Так вот, что же прояснится? А вот какие-то досужие разговоры, какие-то сплетни, кстати, по этой карте. Птицы – это всегда много разговоров, но мало толку. Давайте узнаем, а что же прояснится, в какой сфере жизни. А по части будущего у вас тут что-то будет проясняться? Что еще прояснится, какие вопросы? По части любви.
Все то, о чем мы сейчас только что говорили. Двойка кубков – это и есть взаимоотношения, это верность, это любовь. Это то, это не про страсть, кстати, карта. Это карта о доверительных отношениях, когда люди понимают друг друга без слов. Но для людей семейных это могут быть и вопросы, связанные с детьми. Ну, или вы имеете детей, может быть, взрослые дети. Здесь может быть какое-то предложение со стороны вашего близкого человека или новость, которая касается его жизни, но как будет касаться и вас, потому что вы вместе. Здесь, смотрите, словно, может быть, и в паре даже, да, вы не могли осуществить какой-то проект. Или было желание куда-то поехать, а вы не могли этого сделать. Вот у кого-то будет на кону стоять именно возможность куда-то отправиться. И, может быть, это, ну, как именно отдых, да, когда вы не ставите перед собой далеко идущих деловых планов. Но сама возможность, которая вдохновляет, видеть мир, например, или это то путешествие, о котором вы мечтали, причем как вы, так и еще какой-то человек, но я не исключаю. Это может быть как какая-то оказия, даже отправляясь в отпуск, вас, ну, может заинтересовать какой-то нюанс. Тогда будьте внимательны к своим мыслям. Я тут вижу здесь, знаете, карты говорят о том, что вот вы прежде не могли чего-то раньше осуществить. И это было связано, к примеру, именно с перемещениями. По части перемещений и такого взгляда в будущее. И если прежде этот путь был как закрыт, а теперь вы понимаете, что да, мне самое время осуществить свою мечту или свой проект. И по части именно этого у вас будут проясняться пути дорожки. Тут, знаете, как завершается какой-то сложный путь именно в прошлом, который связан с невозможностью. И по этой части у вас будут проясняться, может быть, и вопросы, связанные с документами, возможно, вопросы, связанные с людьми. Может быть, и у вас откроется какая-то тайна вот в том плане, когда вы понимаете, что вам самим, может быть, мешало или как создавало противодействие. И тогда дважды вам это в помощь, потому что вы сможете обойти какие-то сложные вопросы. То, что вот именно вчера создавало нам какую-то, ну, как камень преткновения. Ну, или часто мы говорим, да, гора, вот если хоть вам эта карта и не выпала, как препятствие само по себе. Вот здесь вы видите, как вам действовать нужно и что вам именно мешает. Вот какой совет вам дадут карты, давайте узнаем. Приготовьтесь к тому, что по пажу мечей ты услышишь, лев, какую-то новость, и, может быть, в одночасье понимаешь, пора сворачивать. Я очень часто говорю так по этой карте, потому что это, знаете, представьте, что вы идете по тропинке, которая проходит именно в лесу. Она не освещается фонарями, но узенькая дорожка лунного света падает на эту тропинку, и этот путь был вам знаком. Может быть, вы хаживали там не единожды. Вот вы идете, да, думаете о чем-то своем, вы расслаблены, и вдруг вот этот инсайт из разряда меня осенило. Вы понимаете, что нет, вот именно сейчас мне пора сделать что-то по-другому, или пора сворачивать. Я поэтому и говорю. И это может быть связано с какой-то новостью, или это может быть как в одночасье, когда какая-то мысль приходит нам в голову, и мы понимаем, или как пазл какой-то складывается, да, очень долго нерешаемый вопрос. Вот значит, будут такие предпосылки, и в вашей жизни наступает тот момент, когда вы сами что-то начнете менять. Именно потому что проясняются дела, вопросы, события, или приходит наше окончательное понимание, даже если банально, нет смысла что-то продолжать, или нет смысла даже настаивать на своем. Все немножко иначе. Что спешит вашу жизнь? Благополучие, изобилие, взаимопонимание. Вот эта карта, посмотрите, у нас две колоды, которую прорисовал Чиро Маркетти. И здесь изображено дерево, древо даже сферот. По этой карте идет не просто благополучие, а я бы сказала благополучие в квадрате. У кого-то действительно могут проиграться вопросы места жительства, потому что древо как корнями уходит в землю, то есть это тот якорь, где мы его бросим. Или место,
которые вы можете захотеть поменять, или так сложатся события, когда вы начнете вариант новый рассматривать. Но я могу сказать так, для кого-то из вас все-таки мы личную жизнь смотрим. Здесь может быть либо это ваше решение важное в паре именно, да, с вашим партнером, а для тех, кто один или одна, жизнь может подарить новое знакомство, это я уже вижу прямо вот сейчас, хоть мы еще не раскрыли по позициям, да, вот эти 3 карты, но ведь и правда может состояться какая-то важная встреча или знакомство, тогда, мои дорогие львы, не торопитесь, потому что для вас жизнь складывает тот сюжет, когда у вас все будет вовремя. Может быть, где-то от вас потребуют тех энергий, когда не быть предвзятому или не сказать, что нет, вот будет либо так или никак. Будьте аккуратны вообще с вердиктами, потому что период до конца года, он может быть ознаменован именно такими энергиями. Мы сказали кому-то нет и словно отрезали, а на завтра возможности этой не будет. Вот давайте будем узнавать конкретно для тех, кто в паре. А тут и в паре будет некогда скучать, потому что всегда карта парка – это много общения. Для кого-то из вас проиграется, может быть, в вашем доме много людей, много гостей, да, или какие-то суматохи такие, да. Все же по этой карте нам говорят о том, что вы в центре внимания можете находиться. Может быть, и ваш партнер, да, вот как ваша пара, ведь сама по себе карта и добрая, и новых энергий. Парк – это то место, где встречаются люди, поэтому вполне вероятно вы с вашей парой, у кого-то может совпадать с путешествием, или когда просто в вашем доме много новых знакомых. Все равно есть какой-то элемент перезагрузки. Возможно, и договариваться придется, искать какие-то компромиссы, потому что жизнь носит коррективы, приходят новые люди. Я могу сказать так, новые люди, а с ними еще какие-то сюжеты. Причем новые люди могут приходить от вашего партнера, или новые знакомые какие-то, да, новые друзья, может быть, по работе, или как, ну вот в вашей паре, опять же мы на пару смотрим, новые энергии, возможности входят, открывая перед вами, ну, мы все разные, к примеру, у вас свои задачи, у вашего партнера какие-то свои, по работе, или это личные амбиции, вот здесь это может соединяться, и тогда ваш союз может напоминать какой-то волшебный тандем. Это точно. Но, видимо, вот эта фаза перезагрузки вы можете проходить и в ваших отношениях. Даже если у вас все хорошо, мои дорогие, будут те вопросы, в которых вам, ну, придется что-то прояснить. Все-таки 20-й старший аркан часто говорит, это ведь карта выздоровления. Аркан страшного суда, и суд вовсе не страшный, а больше нам о том, что избавление от боли, избавление от страданий. Но эта карта не исключает, что у нас могут состояться важные разговоры, причем откровенные диалоги, когда, глядя друг другу в глаза, нам придется спокойно именно что-то прояснить. Когда этот аркан выпадает, нас уже что-то эмоционально не цепляет. Именно чаще эмоции нам мешают понять друг друга. Вот в вашей паре могут быть до конца года такие важные беседы, потому что здесь как высшие силы вас поддерживают, 2 старших аркана, но они еще и вас направляют, чтобы сделать в вашей паре такую своеобразную перезагрузку в связи с течением времени, с течением событий, которые происходят вокруг вас, а может быть для кого-то это взрослые дети или жизнь родственников каким-то образом тоже может оказывать влияние на вас. Но вы не один или одна тогда. Вы как будто вместе проходите вот этот период. Да, тут есть взаимопонимание, мои дорогие. Это будет просто как-то переложено на новые энергии, потому что нулевой аркан. И опять же, нам карта говорит, правда, по нулевому аркану очень часто проходит оптимизм. Но вы знаете, когда мы видим в своем партнере, ну или партнера мы видим с другой позиции, с другой стороны. И это все со знаком плюс. Мы как открываем человека заново. Вот здесь обновление отношений. Причем даже в тех парах, где отношения несколько подувяли.
Позвольте себе такие энергии. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство? Конечно, по этому аркану состоится. И это знакомство может состояться в дороге. Будет многое зависеть и от вас. Посмотрите, карта единица, да, в колоде Ленорман. И посмотрите, девятка червей. Это карта любви. Поэтому карта говорит однозначно, да. У кого-то может совпадать даже с тем, у нас тут почтальон. Может быть, это как отношение, когда, ну, насколько это работает, да, я не берусь судить. Но ведь для многих из вас как знакомство на расстоянии. Ну, значит, на расстоянии можно познакомиться, да, но будьте внимательны. Мне всегда хочется добавить, потому что, на мой взгляд, это ненадежное интернет-знакомство. Ты никогда не знаешь, не видишь человека. И, к сожалению, чтобы не попасть в просак и чтобы себя обезопасить, здесь нужно потрудиться или держать руку на пульсе, мои дорогие. Но если мы спросили, возможно ли, то точно. И, может быть, это знакомство и состоится. А потом следует это, смотрите, у вас выпадает 13-й старший аркан, и это всегда трансформация. Поэтому я добавлю, все-таки перевернулась карта не случайно. Тебе как будто будет нужно, если мы говорим о виртуальных знакомствах, если такое состоялось через переписку, тогда как можно быстрее увидеть человека, чтобы понимать, сложить о нем впечатление, не то, которое он хочет создать, а именно прояснить вопрос, что стоит за этим человеком или тот ли, за кого себя выдает. Вот давайте мы достанем, состоится ли новое знакомство. Ну, здесь может быть по двойке пентаклей какая-то такая история в затяжку. Хотя эта карта и говорит, что, ну вот как знаете, отношения, которые долгое время не развиваются. Но эта карта точно так же говорит еще нам о спонтанном маршруте. Поэтому вполне вероятно для тех, кто еще пока не встретился, а знакомство произошло. Да, это мы опять же про отношения на расстоянии, конкретно карты говорят, то тогда желательно бы прояснить, но и встреча это может состояться. Для тех, кто, ну, именно так не знакомится, правда, может состояться ваша встреча, знакомство с человеком, которое будет как-то связано с перемещениями, дорогой. Ну, тут банально, да, куда-то поехал, остановился заправить машину и, пожалуйста, познакомился, да, вот даже банально так может быть. А для тех, кто не водит машину, может быть, это произойдет даже в транспорте или в зале ожидания аэропорта. Ну, наверное, 1000 может быть вариантов. Но две пентаклевые карты, у кого-то это может произойти, и еще и в связи с вопросами по работе. Вот я этого тоже не исключаю. Состоится ли новое знакомство? Давайте еще одну карту. Да. Вот для вас вообще, мои дорогие любимые львы, расширяйте собственные горизонты. Для вас будут, нам уже не один раз сказали, как аркан колесницы, посмотрите, по аркану мир нет ничего невозможного. Вам, знаете, как судьба подсказывает для тебя, лев, чем больше ты вот этих горизонтов для себя откроешь, тем больше возможностей придет на твой порог, тем больше новых интересных людей, каких-то новых сюжетов. Для тебя сейчас нет ничего невозможного. Для тебя сейчас как мир открывается заново. Так вот, позволь себе его открыть. Не подзастрянь в какой-то одной точке, потому что и придут и новые связи, и новые контакты для всех, как и для тех, кто один или одна, но точно так же с арканом Парк. Это касается и тех, кто в паре. Поэтому смело могу сказать, путешествуйте, мои дорогие, знакомьтесь. Понятно, что держать руку на пульсе нужно, потому что люди о себе сразу ничего не рассказывают. Каждый из нас так устроен человек, о себе что-то, ну, такое хорошее, по крайней мере, впечатление хочет создать. А нам потом приходится разбираться, что же там есть на самом деле. Но для вас горизонты, карты говорят, с новыми горизонтами, с новыми людьми приходит в твою жизнь и новые возможности. Позвольте себе их рассмотреть, как бы дать, да, рассмотреть или попробовать. Для тех, кто в сложных отношениях, что ожидает? А тут какая-то запутанная история. По Луне может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака Рак, да, ну, может быть, или имеет там асцендент. Или у кого-то может говорить о
сложные истории в взаимоотношениях, которые тянутся очень долго. Каковы энергии в ваших отношениях? Тут что-то не решалось. Двойка жезлов – это всегда, знаете, как либо вы не можете сделать выбор, либо человек не может сделать выбор. И отношения не развиваются, и решения не приходят. Мы словно путешествуем от одного жезла к другому, но эта траектория ограничена. А здесь, смотрите, рыцарь кубков. В ваш адрес будет направлена какая-то добрая энергия или поступит какое-то предложение. Рыцарь – это всегда перемещение. Я могу сказать так. Если вы хотите помириться, вот опять же, даже дорога, движение. Не то, что мы сели друг напротив друга, и вот теперь мы будем какой-то разговор осуществлять, да, выяснять отношения. Карта подсказывает, если хочешь помириться, лев, то какой-то спонтанный маршрут тебе буквально помогает. Проще будет какие-то темы, даже сложные, проговорить, когда вы окажетесь в другой обстановке. Проще понять друг друга. Может быть, сама обстановка так тоже часто бывает, она словно давит, да, на нас. Или для тех, кто даже, к примеру, ну, семейные отношения, или вы, пусть даже семьи нет, но проживаете, именно ваша пара, ваш союз длится очень долго. Тогда вам помогает, когда вы куда-то перемещаетесь, как, знаете, ну, какой-то, как круг развиваете постоянного статического положения, что, может быть, тоже вторично оказывает влияние на ваши отношения, а у вас происходит именно эта перезагрузка. Вы как другими глазами друг друга можете увидеть, находясь в дороге, в путешествии, в новом месте или даже в новой общности людей. Вам это все во благо. Поэтому, кому нужен компромисс, примите это к сведению. Но здесь может еще вам также помочь, знаете, когда либо будут у вас удачно решены, вот не случайно деньги выпали. Может быть, для кого-то из вас карты говорят, причина того, что у тебя что-то не складывалось, именно было финансовое положение. Тогда финансовое положение будет улучшаться. Ну и правда, в нашей жизни что греха таить. Если с деньгами сложно, то и очень часто больше конфликтов. Давайте так, будем честными, откровенными. То здесь вам еще и как высшие силы будут помогать, чтобы были решены некоторые сложные финансовые темы. Поэтому, может быть, и договариваться будет проще. Но будут еще и те темы, в которых как быстро вы не решите. Все же семерка пентаклей говорит нам о чем? Обратите внимание, пришла наша женщина, как будто собрать урожай. Посмотрела на это дерево, да, на пентакли. Нет, рановато, не созрели, нужно еще ухаживать. Карта четко говорит, за отношениями нужно ухаживать. Есть вопросы, я, кстати, говорила, будьте аккуратны с вердиктами, вот не выносите их, не торопитесь, по крайней мере, потому что можешь поспешить, а потом себе не скажешь спасибо. Здесь все произойдет в свое время. Но, безусловно, по этой карте Верховный Жрец здесь как тот союз, который будет еще продолжаться как минимум до конца года. Но ведь эта карта, когда мы можем заключить, допустим, оформить отношения, заключить какие-то важные договоры, контракты, и если у нас период ретроградности, пересмотреть эти контракты брачные, может быть, даже, да, или документальные вопросы у вас тоже будут. И нам арканные пасьянсы ведь тоже об этом говорили, да? Как и книга открыта, я говорила, казенный дом. Но точно так же и корона, символ власти. Как будто не обойдетесь вы без решений, может быть, через адвокатов или каких-то важных персон, да, или пусть это будет даже какой-то чиновник. Но явно в вашей паре у вас есть и возможность с чем-то определиться, решить. И добрые энергии, как будто аура, да, вот вам помогает. Но здесь могут быть еще и подписаны важные бумаги, документы, когда на более далекий срок вы будете чувствовать себя через документы защищенными. Вот я вижу так. Поэтому тут, знаете, в чем-то и не гнать на лошадей, не бежать впереди паровоза.
говорит карта, но и на паузу не поставить, то есть ухаживать за вашим союзом, видимо, вам придется, ну так условно говоря, то есть каким-то образом поддерживать контакты, искать, может быть, этот компромисс, ну и быть внутренне к этому готовы. Но тут у каждого по-своему. По крайней мере, энергии вам в этом помогают. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.